Добрый день! Сегодня хочу рассказать вам про приложение PrivIgра. Это многопользовательская игра на закрепление привычек. Мы сейчас находимся на главном экране. У нас видна одна наша активная игра, в которой мы сейчас участвуем. Смысл приложения в том, чтобы ежедневно в определенное время сдавать отчеты. Утренний и вечерний отчет. Если отчет не сдан, то жизнь у пользователя забирается. Дается определенное количество жизни, есть разное количество игр на разное время, с разным количеством жизни и разными задачами игры. Так, давайте тогда начнем с начала. С создания игры. Чтобы создать игру, у пользователя должен быть свободный баланс больше нуля. То есть вот у нас есть иконка создания игры, мы на нее нажимаем, и создать игру можно с свободным балансом не менее 100 рублей. Чтобы пополнить свободный баланс, необходимо пополнить его в личном кабинете. Пополнение свободного баланса проходит через YouMoney. Сейчас мы через админ панель дадим пользователю определенное количество денег, чтобы он мог начать игру создать ее. Пока можно посмотреть, что у пользователя есть функция изменения обычного личного кабинета, изменения фотографии, поделиться можно поделиться игрой с помощью любого приложения. Есть вкладка с правилами игры, тут идет видео игры и правила текстом. Также настройки уведомлений, можно отключать или включать уведомления, история платежей, ну и ссылки на социальные сети игры. Так, также показывается свободный баланс, баланс, который заморожен, заработанный, количество созданных игр и так далее. Сейчас пока я даю через админ панель пользователю свободный баланс, можно посмотреть раздел привычки. Это обычный раздел со статейными материалами. Вот есть статьи подразделяются в подразделы, статьи добавляются в избранное, попадают в избранное к пользователю. Вот у избранного пользователя одна эта статья. То есть это привычки, которые идут в самой игре. Так, сейчас добавим свободный баланс. Вывод, функция вывода денег происходит. Пользователь просто подает запрос на вывод денег, то есть технической функции вывода со счета владельца игры, администратора, такого нет. То есть пользователь дает запрос, и администратор вручную отправляют ему определенное количество денег. Итак, сейчас дадим пользователю свободный баланс, допустим, 1000 рублей. Так, вот у нас появилось 1000. Переходим на вкладку игра. Давайте создадим игру. Мы уже создавали игру, тут стоит такое правило, что создавать игру можно не чаще одного раза в 7 дней. Мы оплачиваем, вот у нас сейчас 1000 рублей на балансе, оплачиваем, у нас становится 900 рублей, выбираем форматы. Форматов есть 5 разных форматов, не буду перечислять их подробно, проще вам самим зайти и посмотреть. Мы, допустим, выберем формат ранний подъем, это сдача утреннего отчета, во сколько пользователь проснулся. Допустим, выставляем длительность игры 3 дня. Количество игроков можно выбирать вручную, вводить. Так, мы выберем один игрок, будет сдаваться в игре утренний отчет. И тут можно установить время, либо установить время сразу, то есть устанавливает владелец игры определенное время, либо время выбирает сам игрок. Поставим, что игрок выберет сам время своего старта. Так, идет дата старта игры, цена слова, устанавливаем вручную 900. Или, допустим, 400. Ставим 400. Можно вводить комментарий и можно ставить пароль на игру.
Так, создаем игру. У нас игра создается. Вот она создана. В нее сейчас нам надо войти. Значок вопроса под иконкой с ранним подъемом, со временем подъема, означает, что утренний отчет должен выставить игрок сам. Вот мы присоединяемся, выбираем время, до скольки будем сдавать отчет, до 11:23, допустим. Все, мы присоединились к игре. Нам пришло уведомление. Переходим в раздел уведомления. Вот мы видим все уведомления, которые пришли. Уведомления приходят при регистрации на игру, при начислении монет за отчет, при списании жизни, если игрок не сдал отчет, допустим, при досрочном выходе из игры, при окончании игры и так далее. Закрываем вкладку уведомления, переходим, допустим, нам надо сдать вечерний отчет. Вот у нас есть игра «Цель», которая длится 3 дня. Я здесь уже потерял все жизни, но дальше можно продолжать играть и сдавать вечерний отчет. К примеру, выберем, тут можно выбирать количество привычек, выберем 2 привычки и тип отчета. Тут есть варианты типов отчета, и за определенные виды отчета даются больше или меньше монет, допустим. Но мы не будем выбирать никакой дополнительный отчет. Отправляем, нам пришла 1 монета. Так, опять переходим в уведомления. И тут опять приходит уведомление о том, что начислена 1 монета. Переходим в чат. У нас есть раздел чат. В общих играх, во всех, есть раздел чат. В разделе чат можно перемещаться между своими играми. Чат откроется в день начала игры. Пока игра еще не открыта, чат не работает. Переходим сюда. Здесь можно прикреплять любые текстовые файлы или писать текст. Все, текст у нас пошел. На вкладке отчеты можно посмотреть, какие отчеты сдавали все игроки. То есть вот мы сдали 2 из 3, стоит время сдачи отчетов и какие привычки выполнены. Тут я сдал 4 отчета. На вкладке куратор можно связаться с куратором, написать ему сообщение. Есть вкладка с информацией об игре, прописывается информация, есть вкладка с рейтингом. Вот рейтинг участников, которые есть. Так, по поиску можно делать поиск по номеру игры. Допустим, введем номер 91, нам выдает игра 91, 92 нам выдает игру 92. Если мы закрываем поиск, то нам выдает все игры. Тут также можно отслеживать игры, которые создал игрок. Вот, допустим, игра завершена. У нас есть завершенная уже игра, в которой никого нет, ни одного человека. Игра номер 90. Вот мы видим, что идет подведение итогов. И при завершении игры пользователям распределяются призы. То есть кто сколько... у пользователя, тот пользователь, который потерял жизни, у него забирается цена слова. Цена слова — это вот эти вот 400 рублей, которые сейчас мы видим на вот этой вот карточке. Цена слова 400 рублей. 400 рублей попадают в заморозку. То есть свободный баланс у нас сейчас 500, заморозка 400 рублей. Соответственно, если жизни теряются, эти 400 рублей пропадают, уходят из заморозки и поступают на баланс игры. Вот этой вот конкретной игры. Потом в конце игры призы разделяются исходя из количества игроков. Если до 10 игроков 1 победитель, если более от 10 до 20 игроков 2 победителя, если более 30 игроков, то это 3 победителя. Соответственно, между ними распределяются те деньги, которые проиграли игроки, у которых не осталось жизни. Так. В общем-то, в принципе, все. Эта игра полностью автоматизирована. То есть тут приходят пуш-уведомления о начале игры, о создании игры, о том, что что-то в процессе игры произошло. Это приходит в пуш-уведомления и в обычные уведомления через колокольчик внутри самой игры. В общем-то, все.
играйте, скачивайте приложение в App Store и Play Market. Спасибо, всем пока.